Пока мы крепко спим, наш организм набирается сил, энергии и восстанавливается. Полноценный сон должен длиться 8 часов. Это залог крепкого иммунитета, бодрости и хорошего настроения. Человек, здоровье которого находится в нормальном состоянии, засыпает от 5 до 10 минут. Всю ночь он спит без пробуждений, а утром чувствует себя превосходно, но иногда заснуть оказывается не так и легко. Различного рода мысли, стрессовые ситуации и вредные привычки мешают нам уснуть или вовсе лишают нас сна. Бессонница – это серьезная проблема, она приводит к неприятным последствиям. Как быстро уснуть? Проблемы со сном имеют около 30% всего населения мира. В этом видео мы расскажем вам о лучших способах, как быстро уснуть. Способ первый. Этот способ позволяет заснуть за 1 минуту. Он очень популярен среди людей, которые занимаются медитацией и йогой. Чтобы быстро уснуть, нужно сделать глубокий вдох через нос в течение 4 секунд, после чего задержать дыхание на 7 секунд и медленно выдыхать через рот в течение 8 секунд. Такое дыхательное упражнение нужно повторить несколько раз. Оно успокаивает сердечный ритм, расслабляет и погружает в крепкий сон. Способ второй. Этот способ также не менее эффективен, так как он позволяет довольно быстро уснуть. Представьте перед собой какой-нибудь объект, например автомобиль, мобильник или здание. Затем мысленно приближаете и отдаляете этот объект, при этом рассматривая его со всех сторон. Такой детальный обзор конкретного объекта помогает отвлечься от напрягающих мыслей. Ваша центральная нервная система будет постепенно успокаиваться, а чувство тревоги уходить, и человек быстро засыпает. Способ третий. Лягте удобно на спину. Потянитесь и начинайте распространять по телу чувство тяжести и тепла. Проследите, как ощущение растекается от макушки до кончиков пальцев рук, затем ног. Не забудьте про лицо, подбородок, скулы, лоб и все части тела должны полностью расслабиться. Старайтесь не шевелиться. Способ четвертый. Придумайте на каждую букву алфавита слово из 3 букв, затем из 4 и так далее. Не пытайтесь анализировать, засчитывайте первое слово, которое приходит вам в голову. От такой скучной и монотонной деятельности мозг обычно довольно быстро отключается. Способ пятый. Еще один не менее эффективный способ, так называемый самогипноз. Успокойте дыхание и максимально расслабьтесь в комфортной для вас позе. Мысленно говорите такие фразы: «Я становлюсь все более расслабленным, мое тело становится тяжелее». Затем произнесите про себя: «Когда я досчитаю от 50 до 0, я сразу усну». И начинайте медленный отсчет. Большинство людей, еще не досчитав до 0, погружаются в глубокий сон. Способ шестой. Этот способ называется акупунктура. Он заключается в задействовании определенных точек на теле. Все, что вам нужно сделать, это оказать давление на определенные точки на теле, и в самое короткое время вы будете спать как младенец. Также этот способ оказывает лечебные действия, не только на бессонницу, но для облегчения широкого спектра заболеваний. Есть много различных акупунктурных точек на теле, и каждая из них имеет различный лечебный эффект. Когда мы имеем дело с расстройствами сна, есть 3 точки, на которых вам нужно сосредоточиться. Первая точка, так называемая LV3, она может помочь широкому разнообразию телесных заболеваний, включая бессонницу. Она расположена на верхней части стопы между большим пальцем и вторым пальцем ноги. Вы должны нажать на эту точку в течение 4-5 секунд, прежде чем пытаться заснуть. Вторая точка называется P6, она расположена на руке чуть выше запястья между жилами. Если надавливать на эту точку в течение 5 минут, это позволит вам быстро заснуть. И наконец, третья точка, которая помогает бороться с бессонницей, называется K1. Эта точка расположена на нижней части ноги в середине стопы. На эту точку вы должны надавливать в течение 30 секунд, затем отпустить на 5 секунд, и снова надавливать в течение 30 секунд. Через пару минут вы непременно уснете. Способ седьмой. Это довольно простой, но также не менее эффективный способ, который заключается в быстром движении глаз. Вам нужно открыть глаза и быстро переводить взгляд с одного объекта на другой. Не задерживайте взгляд ни на чем конкретном. Через 1-2 минуты вы почувствуете, как ваши веки стали тяжелее. Еще немного сопротивляйтесь усталости, а затем позвольте глазам закрыться, и сон наступит намного быстрее, чем обычно. Способ восьмой. Выпейте за 1,5 часа до сна стакан теплого молока, оно помогает расслабиться и заснуть. Молоко – это лучший продукт, содержащий максимальное количество кальция, который человеку жизненно необходим с самого рождения.
Молоко является природным успокоительным, причем одним из наиболее эффективных. Поэтому, если вы долго не можете заснуть или чувствуете внутреннюю тревогу без особой причины, нагрейте стакан молока, можете добавить чайную ложку меда для вкуса, и если у вас нет проблем с пищеварением, то крепкий сон вам обеспечен. Все эти способы проверены временем и уже давно доказали свою эффективность. Еще вы должны знать, что существуют причины, из-за которых возникает бессонница. Это прежде всего повышенные эмоциональные переживания, побочные действия лекарственных препаратов, различные раздражающие факторы, вредные привычки, такие как алкоголь, табак и так далее. Также причиной бессонницы могут быть хронические боли, ночная работа и смена часовых поясов. Вы должны не забывать правильно готовиться ко сну, а также поменять свое отношение к уже имеющимся привычкам. Не забывайте, что последний прием пищи должен происходить за 2-3 часа до сна. Однако, если вы привыкли часто есть, то чувство голода не даст вам заснуть так же, как и полный желудок. В таком случае за час до сна выпейте молока, съешьте половину банана или небольшое количество сыра. Откажитесь от кофе во второй половине дня. Кофеин остается в организме в течение 80 часов. Найдите альтернативу кофейным напиткам, пейте воду, зеленый чай и натуральные соки, чтобы повысить уровень энергии и сосредоточиться на повседневных задачах. Не пейте алкоголь перед сном. Кажется, что выпивка наоборот способствует сну. Возможно, вы заснете быстрее, но алкоголь может нарушить циклы сна, и несмотря на то, что вы будете спать, утром вы точно проснетесь разбитым. Приглушите свет за 2 часа до сна. Американские исследования показали, что количество света вечером влияет на качество сна. Вряд ли вы захотите сидеть в темноте весь вечер, поэтому определите приятный для себя уровень освещения. Попробуйте заняться медитацией. Медитация может не только положительно сказаться на качестве сна, но и на качестве всей вашей жизни. В этот совет можно также добавить занятия йогой, а также глубокое и правильное дыхание. Купите себе хороший и удобный матрас. Матрас сильно влияет на качество сна. Плохой матрас может вызвать бессонницу и неприятные ощущения, поэтому позаботьтесь о качественном и приятном матрасе. Подышите запахом лаванды. Можно положить в кровать подушечку, наполненную соцветиями этого растения, или просто пару минут повдыхать аромат эфирного масла. Проведенное в 2005 году исследование показало, что запах лаванды имеет выраженный успокаивающий эффект и может использоваться для улучшения сна и предотвращения бессонницы. Возьмите в постель грелку для ног, она расширит кровеносные сосуды в нижних конечностях и позволит ногам эффективнее отводить тепло, а это в свою очередь ускорит засыпание. Можно принять теплый душ за час-два до сна. Как показывают исследования, согревшиеся незадолго до сна люди расслабляются и засыпают быстрее. Врачи рекомендуют принимать теплый душ регулярно, и организм привыкнет засыпать сразу после водных процедур. Для хорошего сна нужно в течение дня достаточно двигаться и желательно на свежем воздухе. Выработайте в себе привычку гулять перед сном. Даже 20-минутная прогулка поможет отвлечься от задач и подготовить сознание ко сну. Обязательно проветривайте комнату перед сном. Лучше, если окно будет приоткрыто в течение всей ночи, но если вы боитесь замерзнуть, то хорошо проветрите комнату перед тем, как лечь в кровать. Если вы перепробовали все способы, но вопрос, как быстро заснуть, все еще остается актуальным, то имеет смысл проконсультироваться с врачом. Врач посмотрит на вашу проблему со своей стороны, поможет выяснить нарушение распорядка, а также даст свои советы и, возможно, пропишет лекарства, которые помогут вернуть вам здоровый сон. В любом случае не нужно игнорировать проблему бессонницы, ведь здоровый сон – это полезно для нашего психологического и физического здоровья. Некоторые люди могут сказать, что время, которое мы тратим на сон, можно потратить на важные дела. Однако здоровому сну тоже, как и любому другому полезному делу, нужно уделять особое внимание. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.